Всем привет! С вами Оксана Майкова. Я помогаю инвестировать в недвижимость в Испании максимально выгодно и безопасно. И вот сейчас пришло время поговорить еще об одной теме, которая напрямую связана с Испанией, с переездом в Испанию, с эмиграцией в Испанию. Часто такой вопрос мне задают, может быть, потому что я живу здесь 22 года, но, кстати, это не первая страна, в которой я живу. И это не та страна, может быть, в которой я мечтала когда-то жить. Да? У всех переезд связан с разными причинами. Так вот, до Испании была Турция, а до Турции была Москва. И пускай это не будет удивительно, что Москва, но для человека, для девушки из маленького сибирского города, я из Томска, Москва — это тоже уже иммиграция, и это, ух, какой переезд. Так вот, с чем связаны, какие, скажем так, хотелось бы поговорить о том, какие сложности и какие вопросы люди задают себе перед тем, как переехать. Потому что, опрашивая очень многих людей, ответ очень очевидный. То есть люди хотят улучшить свой уровень жизни. И связано это с разными причинами, там, с политическими, с экономическими, с моральными. Да? Кто-то бежит, и ему хочется прям вырваться из этого замкнутого круга. Кто-то, наоборот, находится в стагнации и понимает, что если сейчас что-то не предпринять, жизнь уходит. И надо что-то вот срочно прям поменять, переехать в другую страну, а в другой стране, может быть, все решится само собой. Так вот, какие психологические причины переезда и как это на нас влияет психологически на самом деле? Потому что, надо понимать, что переезд в плане иммиграции, не туризм, да, не путаем туризм с иммиграцией, а именно сам такой длительный переезд – он навсегда поменяет ваше видение мира. То есть вот об причинах, как поменяет, что вы увидите, как изменится психологическое ваше состояние, вот об этом мне бы хотелось сделать серию видеороликов. Кого это коснется в большей степени? Наверное, тех людей, которые только-только планируют, а может быть даже не планируют, а просто мечтают. Вторая часть людей – это те, кто действительно уже занимается сбором документов. Но меня еще интересуют две категории. Первая – это те, кто переехал и кому Испания не нравится. Давайте скажем так, что вопрос иммиграции, он не связан с конкретной страной. Это я живу здесь, поэтому мне проще с вами говорить на эту тему, потому что все-таки за 22 года была возможность узнать и менталитет этой страны и вообще как здесь живется. И третья категория, то есть очень сильно меня волнует, это те, кто вернулись. И давайте, очень бы хотелось это вместе подытожить и объединить. Не просто Испания, это может быть и Америка, и Франция, и любая другая страна. Опять же, в каком-то видео я уже говорила, что когда люди уезжают и когда люди живут в той или иной стране, об этом снято много видеороликов, много влогов и так далее. Но когда человек возвращается, очень редко кто говорит на тему, а почему я вернулся. То есть обычно, вот я же сейчас смотрю контент, обычно говорят, так сложились обстоятельства, или я еще вернусь, или временно, мы потом еще туда вернемся. Для чего это сделано? Для того, чтобы ролики смотрели, или чтобы интерес не пропадал, потому что в комментариях же тоже пишут, что, вас интересно было смотреть, пока вы жили там, потому что для нас это очень далеко, и мы, может быть, тоже хотим что-то поменять, и наблюдаем за вами, как это у вас получается. И, как правило, вот ответа конкретного не очень сложно услышать. Или это негативный, да, негативный какой-то очень негативный опыт, он тоже где-то прослеживается, где-то проскальзывает, ему не очень уделяют сильно внимания, потому что, понятно, об ошибках говорить всегда сложнее, чем о каких-то достижениях, не о каких-то, а определенных достижениях. Поэтому переезд в другую страну, на самом деле, он изменит вас очень сильно. И мне показалось правильным сделать вот такую прям серию роликов именно о том, к чему нужно подготовиться, как нужно подготовить себя для того, чтобы все сложилось, да, все сложилось так, как нужно вам. Даже если это не будет ожидаемый результат, давайте так. Ведь у меня же тоже есть очень грустный опыт, я же приехала сюда, будучи замужем, и моя вторая половинка, она сейчас в России, уже не вторая, потому что прошло больше 13 лет, как мы расстались, и человек вернулся, и у меня был разговор с психологом по поводу того, почему так происходит, и она говорила, что мужчинам очень сложно адаптироваться. Женщина, она изначально родилась, и она уходит к мужу, то есть у нее где-то там на каком-то
подсознании заложена смена, да, иммиграция своего рода. А для мужчин это сложнее. Так вот, хотелось бы эти вопросы поднять, если вам, опять же, это интересно. Если интересно, пишите, пожалуйста, в комментариях или поставьте плюсики, что да, эту тему стоит продолжать. Или мы совершенно не поняли, зачем это нужно, или, ну, как говорят, уедем, потом разберемся. В общем, я очень жду ваших комментариев под этим видео, ваших рекомендаций и тем, которые бы вы хотели разобрать, да? И еще раз скажу, что иммиграция, она в целом такова, то есть тут не зависит, я буду говорить в дальнейшем не о конкретно этой стране, а вообще об иммиграции с психологической точки зрения, о шаге трансформационном, о том, как это вас изменит, как поменяет и к чему вы должны быть готовы. Ну, я думаю, тема будет интересная, мне она на самом деле очень, потому что она о людях, не о квадратных метрах. Вот. Ну, поговорим. Я очень надеюсь, что вы меня поддержите. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока. Увидимся в следующем видео.